Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать об одной очень эффективной подкормке, которая помогает нам существенно увеличивать ягоду на клубнике. Мы около 3 недель назад проводили органоминеральную подкормку рост концентратом с повышенной долей азота, в составе которого также был гумат. Друзья, цель прошлой подкормки, ранневесенней, у нас была в наращивание листостеблевой массы. То есть я тогда говорил, что нам важно добиться, чтобы куст был роскошный. Вот будет роскошный куст, будет хороший урожай. Куст у нас очень хороший на клубниках, то есть рост концентрат сработал именно так, как мы задумывали. И сейчас смотрите, сколько у нас появилось вот завязей. Эти все, что-то уже наполняется, а что-то еще на цветку. В общем, начался процесс формирования ягоды. И именно сейчас мы проведем органическую подкормку гуматом калия, которая и позволит нам увеличить ягоду. Рядочек, здесь уже ягода так более интенсивно идет, ее наполнение, но она еще маленькая. Вот сейчас мы подтолкнем. Отсюда все уйдет в ягоду. Ягода из маленькой превратится в большую. Вот в чем смысл сегодняшней нашей подкормки. Ну давайте теперь практически перейдем к приготовлению. Подкормку будем проводить гуматом калия Гуми Голд. Мы его используем второй год, результат весьма хороший. Вчера, кстати, проводил гуматную подкормку своим томатам. Много вопросов было в комментариях, когда проводить первую гуматную подкормку. Друзья, вот гуматная подкормка гуматом калия проводится в момент начала налива плодов, потому что именно калий, который входит в состав этой органической подкормки, и будет способствовать оттоку вещества, накопленного в листьях, в плоды. Вот пошли завязи, пошли уже наполняться яблочки, то ли на томатах, то ли на клубниках ягода пошла укрупняться. Гуматная подкормка — это само то, что нам сейчас нужно. Итак, друзья, сколько грамм гумата на 10 литров воды? Это очень важный вопрос. Здесь нельзя переборщить. Производитель нам пишет: овощные, садовые, ягодники, виноградники 200 грамм на метр кубический. То есть на 1000 литров 200 грамм, значит на 10 литров 2 грамма гумата калия концентрированного. А у нас именно концентрат гумата калия. Друзья, не путайте с жидкими гуматами. Множество разных производителей, там читайте свои. Итак, 2 грамма на 10 литров воды. Я отмерял и показывал в прошлом видео. Чайная ложка, там порядка 4 грамм. Значит, если столовой ложкой, приблизительно вот столько будет на кончике столовой ложки. Это необходимое количество на 10 литров воды. Лучше всего гуматы растворяются, конечно же, в горячей воде. Мы в холодной, поэтому аккуратненько мы разбрасываем, чтобы не скомковалось. Друзья, есть возможность, то, пожалуйста, применяйте для растворения гуматов горячую воду. Смотрите, как он должен выглядеть. Вот, цвет чая. В ложку набрали, ложечка просвечивается, донышко ложки видно. Хотя кажется, что в ведре там черное, но на самом деле, видите, да? Если будет черное, то это уже перебор будет. Норма внесения приготовленного раствора гумата калия порядка пол-литра на каждое растение. Растения у нас не маленькие, поэтому меньше пол-литра будет, конечно же, для растений мало. Но, друзья, у нас суховатая сейчас почва. Мы включили капельное орошение. Промочим почву. И затем только лишь начнем проведение подкормки. Так что, если будете такую подкормку проводить, обязательно увлажните почву перед тем, как поливать ее раствором гумата калия. Подкормка проверенная, подкормка эффективная и позволяет существенно увеличить ягоду. А на этом я видео закончу. Спасибо за внимание. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.